Здравствуй, дорогой зритель. Рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой, как я и обещал, собственно, да, смотрим, значит, на персонажа чудесного, которого мы достали из гроба. Это Пунгала Паравола, правильно, да? Да, у нее увеличивается урон, во-первых, каждым уровнем на 1%, а это звучит прекрасно. А во-вторых, у нее какое-то новое оружие, которое, собственно, было добавлено в игру. Никто его раньше не видел. Предлагаю я пойти в библиотеку, потому что непонятно, что оно делает. Оно делает эффекты из, да, как бы, вот этих вот старых игр про самолетики, аркадных, прикольных. И это как бы два оружия в одном. А звучит-то любопытно. Тем временем. Заходил я, значит, на Вики, посмотрел, почитал, что, собственно, это за оружие, куда его эволюционировать и как его правильно эволюционировать. И, по-моему, оно эволюционируется попугом. Нет, не попугом. Я только что посмотрел, всю, так сказать, шпаргалочку, эволюционируется оно тирамису. Тирамису, собственно, нужно нам найти, чтобы собственно, эти самые пистолеты эволюционировать, потому что это более крутое. И я думаю, что как бы давайте вот из того, что нам предлагают, возьмем мы песнь маны, чтобы делать вот так вот. Так как мы планируем брать много урона. Слушай, вот попуги. А почему бы и не попуги? Да? Я за попугов. Потому что попуги звучат очень круто. Круто, классно, молодежно. Попуги мне безумно нравятся. Они делают какие-то прикольные вещи постоянно. Так, смотри, значит, чтобы поместился попуг, нам нужен сейчас будет еще один слот. И как бы можно вместо, собственно, попуга сейчас взять кнут. Зачем? Слушайте меня. Чтобы вести красиво войны в горизонтальной плоскости, с одной стороны. С другой стороны, наверное, хотелось бы больше взять книгу, потому что заклинатель книгу эволюционирует. Книга очень хорошо работает как защитный предмет. И заодно заклинатель бы усиливал нам, собственно, том маны, который мы взяли, возможно, еще усиливал бы попугаев. Давайте возьмем заклинатель. Да. Вот что я думаю по этому поводу. Звучит как минимум жизнеспособно. Я не говорю, что это прям вот must have, что мы будем сейчас делать. Да, песнь маны берем. Хотя, наверное, стоило взять корону. Я вот что думаю. Знаешь зачем? Затем, что у нее от уровня растет урон. Потом в будущем, я думаю, что когда мы эволюционируем, собственно, попугаев, я бы хотел взять еще и этот самый, как его, взять огненный жезл, потому что с ее пассивкой, которая приносит нам много урона, хочется еще больше урона получать еще больше урона. Чесночок. Хочу ли я чеснок? Я, наверное, не хочу чеснок. С другой стороны, слушай, с ее пассивкой, смотри, если мы берем ее пассивку, потом берем шпинат, то чеснок, в принципе, должен даже, что-то хорошо там начать наносить. Мне так кажется. Ладно, пока что не будем целиться во что-то конкретное, пока что будем брать, как бы, попугов. Попуга второго нужно найти сейчас, прямо вот, да. Чем быстрее, тем лучше. Это во-первых. Во-вторых, найти тирамису.
тирамису найти, чтобы делать вещи. Чтобы, собственно, прокачать пушку эту. А то, ну, как бы не дело получается. Получается не дело. Плюс я думаю, что хочу я взять магнитосферу. Вопрос теперь, опять же, хочу ли я взять себе этот самый, ну тот самый, ну ты понял, святую воду, да, которая эволюционирует от магнитосферы. Вот в чем вопрос. Потому что как бы предметы, да, усиливающие, собственно, нашу эту самую, есть. Предметы, усиливающие святую воду, у нас есть, то есть заклинатель. И будет магнитосфера, которая может ее эволюционировать. Это да. Но... А нужно ли оно мне вообще в принципе? Вот это вот хороший очень вопрос. Очень хороший вопрос. Слушай, ну вообще на самом деле у нее довольно прикольное стартовое оружие. Мне очень интересно теперь, как оно будет себя вести. Давай возьмем шпинат сейчас сразу, чтобы, ну потом как бы, когда херню предлагать, херню уже, собственно, особо-то и не брать. Со шпинатом в любом случае все будет поинтереснее, все будет поприятнее, да. Но прокачивать будем голубей будем прокачивать, голубей и пушки. В теории, смотри, мы прокачиваем голубей, мы прокачиваем пушки, голубей. И что происходит? Блин, я задиспавнил там ребятушек, да, задиспавнил. Ну, как бы грустно, конечно, жаль, конечно, этого бедолагу, ну да ладно. И взять огненный жезл и книги. Подожди, смотри, вот я беру, допустим, огненный жезл, эволюционирую попугая, беру книгу, эволюционирую пистолеты и смогу взять что-то еще. Просто что я хочу. Может быть я хочу чародейский этот жезл. Который мы потом сможем прокачать нашими, ну, вон теми томами, которые там лежат, эволюционировать. Слушай, а звучит-то неплохо, да? Звучит вообще очень даже неплохо на самом деле. Так, в таком случае тома нам как бы не нужны, нам нужен слот под тирамису. Книгу с этой штукой мы прокачаем уже. Один слот под тирамису, и у нас получается 3 слота еще остается. Берем магнитосферу тогда туда. Да, я думаю, что это очень хорошая будет инвестиция в будущее, скажем так, магнитосферка. Смотрим, что в сундучке. А в сундучке у нас, собственно, заклинатель. Вот. Магнитосферку возьмем, потом, я думаю, мы возьмем какой-нибудь... Вот, а вот и он. А вот он и второй попугай. Кто попугай, собственно персоны. Собственной, получается, персоны попугай. Попугай это очень хорошо, второй. Ну что, теперь мы можем как бы их прокачивать. И искать тирамису потихоньку, понемножку искать тирамису. С кулдаунами все будет красиво. И я думаю, что стоит прицелиться в корону. Да, давай возьмем корону. Я думаю, что стоит прицелиться в этот самый... Брейсер.
Потому что если мы будем эволюционировать огненный жезл в будущем. Так, да, один слот под тирамису, то будет приятно, когда будет быстрее гораздо летать эти штуки. Ой-ой-ой. Ну, все штуки будут летать быстрее. Голуби будут быстрее бить, быстрее будут летать наши пистолетные патроны и прокачанные пистолетные патроны, будем называть их так. Это, во-первых. Также будет быстрее летать книги, будет быстрее летать, в особенности, собственно, что я хотел бы, чтобы быстрее летало, это огненные шары из прокачанного огненного жезла. И мне кажется, что это правильное решение взять брейсер и тирамису. Вот как бы оставшиеся кусочки, части кусочки билда, они будут делать красиво. Это вообще не точно на самом деле, но я надеюсь как минимум на это. Потому что, ну, хочется, чтобы все было прям вот качественно, чтобы было много хороших уронов в голуби. Так, первый пистолет уже 8 уровня. Все. Теперь нужно, чтобы второй пистолет был 8 уровня. Да. И тогда... Ну, постепенно прокачиваем второй пистолет. И голуби тоже. Хотелось бы, чтобы были вот, ну, где-то около того хотя бы. Где-то хотя бы около того. Тогда мы вместо них берем чародейский жезл, берем огненный жезл и вообще просто горе не знаем. С тобой у нас будет, во-первых, очень много урона, во-вторых, вот эти огненные шары прокачанные, да, которые вылетают из прокачанного черепа, они летают сквозь все проджектайлы, во-первых, во-вторых, они наносят гига просто дэмэдж какой-то невероятный, а с ее пассивкой этот урон будет еще больше, ну то есть типа прям вообще хороший качественный урон ЧГ. Звучит ведь вот прям как надо. Слушай, а вот сильно не отталкивает? Блин, ну вот сложно. Ну вроде что-то отталкивают, да? А тут такие мысли начинают в голову лезть. А что если взять, допустим, там типа песни маны, не знаю, какой-нибудь кнут, чеснок и... Ну вот эти два пистолетчика, собственно, и книги. Что там? Песни маны, кнут, чеснок, книги. Ну и туда можно еще что-нибудь догрузить. Просто будет такой всесторонний вот этот вот обстрел с последующим многократным отталкиванием. О, а вот оно, собственно, и тирамису. Все, теперь, как только мы докачаем пистолет, мы сможем их эволюционировать, что есть очень даже хорошо. Я этому бесконечно и безудержно рад. Почему? Да потому что, во-первых, мы посмотрим на абсолютно вообще новый просто предмет, который вот буквально там, пару дней назад был добавлен в игру. Это во-первых. Во-вторых, мы сразу посмотрим и на улучшенную версию этого предмета. В-третьих, мы, собственно, освободим еще один слот в инвентаре, что даст нам очень большое преимущество во все поля, вот, во всех этих штуках. И будет у нас очень интересно. Так. А вот он. Ля ты крыса, да? А мы повтор жмем. Мы жмем повтор, и я думаю, что просто берем типа голубя.
не вижу прям вот сейчас прям какой-то безумной бешеной нужды в том, чтобы прокачать. Давайте возьмем сундучок, откроем сразу. Сундуков еще впереди будет много, да. А вот это вот все, оно одно. Слушай, ну, как бы с учетом усиления. А, слушай, у меня, по-моему, не полностью прокачано. Да, не полностью прокачано еще усиление в этом, в усилениях, усиление урона. Прошу прощения за тавтологию. Но, как бы с усилением, шпинатом и ее пассивкой, там, на 100 уровне, мне кажется, можно выжать типа 200% к урону плюсом. 200% к урону, это, то есть, какой-нибудь, собственно, вот этот огненными шарами пышущая штука. Что это был за звук такой страшный? Пышущая огненными шарами штука будет наносить, типа, 450 где-то урона, а это прям, ну, очень даже. Я считаю, что это... Вот он и брассерок. Да, я думаю, что брассерок. Думаю, что брассер это как раз таки то, что нам нужно. Брассерок, вот он, 8 уровень пистолета, вот все. Вот, а теперь, друг мой, получается, смотри, что. Получается, что следующий, да, как бы... следующий сундук, который мы подбираем, сходу эволюционирует нам новый наш предмет, что очень и очень круто. Корону беру. Все еще хочу сначала книжечку получить, но книжечка что-то не показывается на горизонте. А вон он, собственно, и сундук. Вот он на горизонте появился сундук. Сундук появился на горизонте, а мы тем временем давайте просто прокачивать предметы, потом будем уже прокачивать артефакт, ну типа пушки, потом сначала пушки, потом артефакты, так сказать. Да. О! Ускоряем получение сундука вот таким вот образом. Ой-ой-ой, ну что золотой. Вот это ништяков нам подвезли, конечно. Давай сразу, короче, ты докидываешь недостающие уровни. Ладно, не докидываешь недостающие уровни, голубя. Грустно. Так, БББ и 8 воробья изменяется с каждым, что-то там, с каждым выстрелом, что? Не понял. Что происходит, собственно? Собственно, а что происходит-то? Что он делает? Эти штуки наносят урон? Потому что просто они не выглядят так, как будто они наносят урон. Наносят. Ладно, наносят урон. И 8... А, подожди. Слушай, описание предмета. А ведь я был прав. Просто изначально, как бы, да, когда еще патч не вышел, но на Вики уже была статья от бета-тестеров, да, которые успели это пощупать. Изначально там, собственно, был 8 воробей. Вот этот вот. Вот этот вот, да, был 8 уровня там. Так, давайте возьмем тирамису второе, а почему бы и нет. Ну, урон, кстати, типа такой себе, типа 20. Ну, я как бы звучу, возможно, как зажравшийся урод, но, типа, а чё он такой скромненький? Ну, то есть, как бы, песнь маны вон наносит там по 60, по 70 урона. А вот она и Библия. Все, теперь чародейский жезл, либо огненная вон та вот срань. Огнесрань, назовем ее так.
Кодовое имя Огнесрань. Не, ну с другой стороны, а вот и она. Ля, да, все, просто мечта. Мечта. Так, я думаю, что до 15 минуты мы потусим еще здесь чуть-чуть. И после 15 минуты мы двинем в сторону этого самого, собственно, да. Двинем, собственно, в сторону книжек томов, чтобы на случай, если вдруг мы прокачаем наш вот этот вот прекрасный жезл. Да, давайте целиться сейчас в прокачку воробьев на текущий момент. А мы можем что-то сейчас заэвольвить? А мы не можем. Но мы, пожалуй, оставим в таком случае. Да, и будем целиться сейчас в прокачку наших воробьев, которые одного осталось докачать. Ну вот, будем целиться, чтобы докачать одного голубя, собрать его и думать уже о том, как мы, собственно, будем искать наш огненный жезл. Да. А уже с огненным жезлом в идеале, конечно, уже с ним на борту, конечно, пойти куда-нибудь в сторону этого самого. Ну слушай, появился босс, поэтому я предлагаю вот что сделать. Я предлагаю... С него не выпал сундук. Не понял сейчас. То есть я вот сейчас мог взять сундучок и быть, так сказать, не при делах, получается. Это было бы очень грустно на самом деле. Прям максимально грустно. И я таких приколов не хочу. Где последний уровень голубя, когда он так нужен? Черный голубь, черный ворон. Что ж ты вьешься? Да. Все, теперь уже не вьется. Теперь уже мы его, собственно, будем прокачивать. Так. И теперь бы еще, конечно, до 15 минуты, раз мы решили тут тусить до 15 минуты, то найти бы нам сейчас этот самый огненный жезл, получается, огненный жезл, во-первых. А во-вторых, помимо огненного жезла найти бы пару-тройку уровней магнитосферы. Вот что было бы прям великолепно, я считаю. Пара-тройка уровней магнитосферы. Чтобы нам это дало? Библия короля. Вот магнитосфера. Слушай. Кость. Блин, вообще очень редко. Нет, ну, решили, что огненный жезл. Так, огненный жезл. Все. Мужик сказал, сделал там вот эти вот все прочие приколы. Не знаю. Что там еще принято говорить? Вот и он. Все. Собственно, все, что планировали, все то мы и, собственно, собрали. То молодцы, получается, что мы молодцы. Теперь, получается, давай вот реально сейчас делаем обратную проходку. Собираем весь опыт, что тут сейчас будет лежать. А тут опыта, по идее, должно быть много. По идее. Магнитосферу на максимум. Все просто, чтобы собирать как можно больше экспириенса. Больше экспириенса, тем лучше. Так, что? Ну давай жезл. Не зря же я вот этим вот всем вот сейчас занимаюсь, да? На самом деле, с ее пассивкой, наверное, лучше было бы брать не, допустим, голубей и вот эти вот все приколы. 8 уровень. Давай возьмем книжку. Золотой.
Книжку мы уже можем эволюционировать, по идее, поэтому, скорее всего, нам очень... Можно, кстати, анимации пропускать? Я вот единственное не очень как бы понял, раздуплил, выдуплил. Так, что тут у нас? Что тут у нас? А тут у нас много чего интересного. Ну, книгу эволюционировали, уже прям хорошо. Все, пойдем отсюда. Пойдем отсюда. 5 уровень магнетизма есть. Что у нас? Корона 5 уровень тоже есть. То есть опыта мы получаем в достатке, как бы, да. Даже при учете, так сказать, наших странствий. Потому что обычно в странствиях очень много опыта мы теряем. Это игра про то, что в странствиях ты больше опыта теряешь, чем, да, как бы приобретаешь. Поэтому, да, но мы это нивелировали. Так. Я-то думал, она умерла. Ты не надо тут. Блин, ну вот зачем ты умерла сейчас? Я могу что-нибудь эволюционировать вообще из того, что у меня уже есть? Мог бы, конечно... Так, нужно срочно 2 уровня огненного жезла находить. Раз. Давай вот так вот. Вот так вот. Вот, давайте. Весь опыт. Мне нужен весь опыт. Все. И мы подбираем вот эту вот штучку. И получаем, собственно, череп. Как и ожидали. Так, теперь он по идее наносит очень прям много, прям миллион урона. В районе типа 100 там с копеечкой. О, уже по 200, да. Там было, ну, типа 100 с капитосами где-то он наносил вот раньше. С полностью прокачанным этим самым. Ой-ой-ой. Что творим, что делаем? Молодые, красивые. Вы зачем такие? Вы зачем так меня тут это вот пугаете? Не надо, не надо. Не люблю я этих ведьм. Ведьмы, конечно, очень... Они, во-первых, очень плохо отталкиваются. Мышь, где мышь? Мышь умерла. Значит, там где-то красный алмазик остался. Или нет? Где мышь? Не остался даже красный алмазик. И опыта не дала. Ой, и вернее, ну опыта, да. Сундучок не дала. Получается, какая-то крыса, а не мышь. Ну да и ладно. Я думаю, что сейчас это для нас не то чтобы очень критично. Мы уже в довольно-таки неплохой ситуации, я так считаю. Так, я предлагаю показать пути. Вот так вот сделать это, во-первых. Во-вторых, поехали дальше больше. Увеличиваем урона и еще больше делаем. Собственно, наши чудо-дробовики бьют красиво, много и во все стороны. Так, где книжка? Книжка уже близко, первая. Получается, что? Да, давайте еще урон увеличим. Потом увеличим скорость. Чтобы фаерболы летали быстрее. А сейчас мы сделаем так, чтобы они еще и чаще летали, а не только быстрее. Так, берем, конечно, берем. 8 уровень у нашего жезла уже есть. Идем сразу за вторым, я думаю, что томом. И все, тут 2. Да, всего 2. Вот, идем за вторым томом. Как-никак. Слушай, вот прям чувствуется, что как бы работает. Откаты работают. В игре даже, наверное, лучше, чем в реальной жизни. Хотя, кто имеет по этому мнению, как бы, да, по этому поводу другое мнение, где откаты работают лучше в реальной жизни или в этой чудесной игре, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет очень интересно и любопытно, собственно, так сказать, пронаблюдать, кто, сука, коррупционер. Шучу, конечно. Так, найдено сокровище. И что получается? Получается, что, собственно, все хорошо, все у нас теперь есть.
за денежной штукой. Я думаю, что мы не пойдем. Хотя мы можем. Мы же можем. Ну, вообще можем на самом деле. Вообще-то как бы можем. Так, кулдауны. Кулдауны мы сделали. По идее, голуби должны теперь бить без остановки. Но они останавливаются. Только у Матрача у меня получалось сделать так, чтобы голуби били без остановки. Видимо, все-таки они очень зависимы от количества проджектайлов. Ну да и ладно. Нам-то что? Давай скорость. Скорость это дело важное, это дело нужное. Поэтому возьмем скорость. Хочется найти магнитосферку какую-нибудь там, наверное, допустим. Ну, я, конечно, не... А, хотя подожди, слушай. Может мы сейчас голубей полностью прокачаем? И вот со всем нашим этим вот сетапом они смогут как бы и без остановки бить. Вот так вот мы делаем брассерочек. Вот так мы поехали прокачивать голубушек. Голубушек поехали прокачивать, и голубушки сейчас же, собственно, должны наделать очень много грязища. Я прям, сука, дискотека ходячая. Реально, просто посмотри, где звездочки, радуги, прожектора во все стороны тебе, куда надо, куда не надо. Какие-то непонятные листовки летают. Давай так вот встанем. Это прекрасно. А нам-то больше и нечего эволюционировать. У нас остается всего лишь одна радость жизни. Это на текущий момент, собственно... А слушай, а может, ну, мы успеем сейчас дойти до каменной маски? У нас типа еще 10 минут до прихода смерти. Когда она нас, собственно, запенетрирует, да? И мы это время можем, ну, как бы, максимализировать в плане получения опыта и денег. С маской-то как бы опыта будет, ой, денег будет вообще прям кошерное количество, я считаю. Уже по 250 наносит эти фаербольчики. Это хорошо, слушай, это прям, ну типа, это прям классно. Фаербольчики по 250 это прям, ну вот, мне нравится такое. Давай чуть назад вернемся. Теперь снова вперед. Большая волна. Так вот. Докачали мы, значит, попугов. И попуги. И попуги. Ну, по ощущениям... А, нет, тут останавливаются. 2 круга и перерыв. Ну, да. Ну, там как бы тоже их... они стреляют как бы не по времени, вот это, когда делают эти, вот эти вот самые вот остальные штуки. А попуги стреляют количеством проджектайлов. Но мне кажется, что именно за Матрачем мне это получалось сделать, просто потому что как бы проджектайлов он делал еще больше. А я там и дупликатор находил, и как бы их было еще больше. Ну и вот это вот все. Поэтому попуги, собственно, особо как бы и не останавливались. Или за кроче это было. Неважно, в общем, за кого-то из этих двух довольно приятных молодых людей, которые растят проджектайлы, как будто я не знаю кто. Но суть в том, что делают они это очень качественно. Так. Едем. Ну, давай убьем вот этого молодого красивого. Мы уже вроде как получали даже этот, да, денежку. Да, все, мы уже получаем просто денежки. Денежки за уровень. Он еще 91 уровень, кстати. Кстати, какой у нас суммарный плюс к урону? Уже 150%. Слухай. Так это же как бы сильно модно молодежно получается. Получается, что звучит как бы очень приятно, 150% к урону. Теперь, кстати, уже, да, там не по 20, а по 40 наносят даже вот ее наши пистолеты. И, как кто заметил, они, к слову, не выключаются.
Мне это очень нравится. С книжоночкой они как бы работают прям качественно. Фаерболы вылетают часто и быстро за счет бросерка и книжечки. И вообще все, я бы так сказал, довольно-таки неплохо у нас сейчас выходит. Прямо таки, да? Да, давай, да. Расскажите мне тут, какие вы классные, а я вас пока поубиваю. О, мы почти дошли до маски. Через 2 минуты появится местный библиотекарь и скажет, что мы нарушаем режим тишины. Пытается нам с нами создать. Главное, это не просто кать, потому что как-то раз я такой думаю, постою по АФКшу чуть-чуть. Ну, типа, просто пусть экспал набирается. А он взял меня и убил. Потому что у него прям очень все плохо с его отталкиваниями. Не хочет молодой отталкиваться, но может встать при должном там, да, количестве хитов в секунду. Но в тот момент у меня не было нужного количества хитов в секунду, и встать он, сука, не встал. Поэтому, когда я снова повернулся к монитору, я обнаружил себя мертвым. Было очень обидно. Обидно, досадно, ну да и ладно. Это было. Я вам сейчас даже скажу, как это. Я, значит, формил ачивку на Крочи. Крочи нужно, там было 100 уровень 5, чтобы, собственно, вот эти вот кубики, как в усилениях открыть, эти классные кубики. И, ну, я, собственно, к этому и стремился, как я думаю, блин, сейчас как открою классные кубики усиления, как будет классно. Ой-ой-ой-ой, ведьмы начали душить, ППС вышли из чата. Вот. И, собственно, я такой, ну, как бы кубиков взял, такая взял кубиков. А он мне говорит, ты чё, падла. Давай, все, хватит. Кубики взял, выходи из игры. Получилось гораздо меньше денег, чем я себя прошел в итоге эту штуку. А в текущем этапе, да, вот как бы я за кадром просто усиливаюсь на случай будущих апдейтов, на случай этих всех приколов, чтобы мы с вами уже вырывались как бы по полностью классными. Ты такой типа, ну там вот давайте бабки, потому что усиления какие-то очень дорогие. Будем целиться в деньги. Сейчас появится, уже скоро должен появиться молодой красивый. Все, поехали. Максимальный бонус к золоту 600 урона. Вот опять же, я думаю, этот урон он скалируется от их максимального здоровья, или он всегда просто носит 600, и тупо ни у одного моба нету больше, чем 600 здоровья. А вот он и вампир. Посмотри на эту подлюку. А все, вот о чем я говорил. Если прожектайлов достаточное количество, он просто такой типа, где я? И останавливается. Нужно было. Я вот думаю, что что-то вот как бы, наверное же с выходом нового обновления, может он улучшил, так сказать, показатели производительности в той вот экспериментальной лакфикс версии. И, наверное, стоило ее бы посмотреть, но что-то как-то я плохо я подумал на эту тему, как видите. Но это прям угнетает. На самом деле, просто, я не знаю, сделай меньше мобов. Пусть что-нибудь. Пусть там как бы что-нибудь происходит меньше чего-нибудь. Сделай меньше анимаций, наверное. И может быть это бы помогло. Я не знаю. Но надеюсь. Бам. Много опыта, много наубивали ребята. Эх. Ну, звучит персонаж на бумаге очень вообще просто великолепно. Посмотри, уже 164% урона. Мы как бы наносим просто миллионами его. Прям все и вся из того, что у нас есть, наносит много урона.
попуги наносит какой-то гига дэмэдж. А куда делать? Куда? Куда ушла? Куда она подевалась? Сундучная. Сундучная, ты где? Подожди, карта. Сундука нету. Ее тоже что-то нету. Она что, как тот босс, умерла и сундучок даже не оставила. Я крыса. Песчаный урод в самом начале. Был который. Уже не оставил нам опыта. Это грустно. Сундучка, вернее. Это грустно. Это, по-моему, даже опыта как красную не оставил. Просто как бы, если на том этапе, наверное, я бы не так сильно на это обиделся, то сейчас, когда уже ты просто ждешь смерти, по сути, ты хочешь как можно больше получить экспириенса, чтобы, собственно, и сундучков залутать как можно больше, чтобы, собственно, как можно больше денег с собой отсюда вынести. Слушай, а когда я успел по лицу получить? Давай возьмем немножечко, собственно, нашего этого самого. Немножко здоровья просто, да, получаем с уровней. Экспириенсы. Сейчас там, кстати, по-моему, падла одна пролезла ко мне сейчас под этот. Нет, не пролезла. Как их? Как? Почему я допустил момент, когда я вот об этом я и говорил, когда в прошлой серии, да, говорил про лаврушку. Чем она хороша в случае со мной? Тем, что вот такие вот просто вообще рандомные получения урона, я сам не знаю, откуда я их получил, они как бы, ну, исключаются хотя бы отчасти. И это приятно. Так, прорежаем ряды, пошло больше циклопов в рядах горгон, и это прекрасно. Стало меньше фпсов, и это ужасно. Жаль, нету какого-нибудь ачивмента, типа там. Собери 10 тысяч деньгов за один ран. Или там 20 тысяч, 100 тысяч. Просто очень хочется, чтобы как бы, наверное, попробовать это сделать. Но не хочется этого делать, потому что это, ну вот в этой игре очень хорошо сделано. Типа, вот есть ачивмент, да, достижение в стиле. И оно связано с какой-то внутриигровой наградой. То есть ты как бы не просто так заняешься какой-то херней, ты получаешь награду внутри игры. Ты открываешь новых персонажей, новые предметы в коллекции, новые приколы, в общем. И вот в этом весь кайф. Вот это я считаю довольно-таки правильным подходом к игродельным приколюхам. О, еще одна штука. А, не слушайте, ну этот вот босс-раш, который понесся, он довольно сильный. Довольно сильный и довольно много опыта дает, слово. Глядишь? А не глядишь, минута осталась. Мне в голову начала закрадываться мысль о том, как мы с тобой сейчас берем и реально выносим просто 10 тысяч голды с уровня. Но, да, не судьба, потому что всего лишь 7. Ну, около, может, 8 вынесем. Но это опять же не точно. Что, ну уровень, кстати, очень быстро набирается во время этого босса с этими красными сферками. Прям хорошо, прям очень хорошо идет. Внимание, вопрос. Как я получаю по лицу? Где я успеваю и захватываю? Вот что? Не так. Надо, там еще пятихаточку в конце дадут. А, мы умрем 2 раза, потому что у нас есть 2 теперь несу, поэтому, наверное, дадут, ну, типа 3 раза. Поэтому дадут 700. 700 денег, это приятно. Ну, то есть уже как бы 8. 30 секунд. Ну, звучит, конечно, как-то не то, чтобы очень реально. Сложно, что 133 уровень. Это абсолютный мой собственный рекорд получается. Раньше я никогда не поднимал уровень бюджета. Хочется... Теперь мне в голову пришла мысль, а вот какой максимум можно выжать за условную Эмельду, допустим, да?
у нее же, да, у нее там врожденный прирост, увеличивающийся экспы. Вот, собственно, за нее выжить как можно больше. Давай, появляйся. Давай. Я просто иду, ты меня убиваешь, я подбираю экспу, гейм овер, ага. Но не тут-то было, я подбираю еще экспу. Почему она не замерзла? Сейчас не понял. 600? Смотри. Сейчас будет 600. Ха? Получила? Слушай, урон прям кошерный. Ну все, был больше. Конечно, она меня убила окончательно, да. 800 денег. Вот это, Вася, мы придумали. О! Новое достижение. Выживите 10 минут с пунгалой. Выживите 15 минут с пунгалой. Улучшите, объедините Фиеру Дип. Ты, сука, покажи мне. Покажи быстро. Быстро. Фиеру Дер Туфела и 8-го воробья. Открыто Дертуфела, открыто 8-го воробья. Теперь я могу их лутать. Могу их лутать, собственно, в открытом, ну, за других персонажей. Это звучит великолепно. Вот. А мы на этом, собственно, с тобой все испугался, мы, потому что, да, заканчиваем сегодня. Собственно, что требуется от тебя? Тебе требуется поставить лайк, написать комментарий, что думаешь о новом персонаже, о новых оружиях, вообще об игре, о новых апдейтах, о вот этом вот всем, о том, как нас, сука, обманули в прошлой серии, потому что снова сказали, что вампир не в этом гробу. Вот, почему выжившие лежат в гробах и вообще какого хрена тут происходит. Вот. Также не забудьте подписаться, если ты еще не подписан, поставить колокольчик, потому что, ну, как бы, почему бы и нет, будешь знать обо всем первым, самым, или одним из, собственно, да. А с тобой был Гример, удачи и скоро услышимся. До скорых встреч в новых сериях.